Зачем людям аппендикс? Аппендикс является рудиментарным органом, и многие считают, что он просто лишний в человеческом организме. Так ли это? Или может у него есть какие-то свои функции? Разберемся. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Мы уже делали видео про хлам в теле человека, то есть об органах, которые в силу эволюционного процесса человеком больше не используются. Посмотрите обязательно. Очень занимательно. Но вернемся к аппендиксу. Может показаться, что аппендикс бесполезен, так как после операции по его удалению люди могут спокойно жить полной жизнью. Но на самом деле этот орган выполняет ряд важных функций, помогая организму. Стоит отметить, что в Европе описание червеобразного отростка встречается в трудах Леонардо да Винчи, а также Андреаса Везалия в XVI веке. Каждый год в России сотни тысяч человек проходят через операцию по удалению аппендикса. Случается это вынужденно, из-за аппендицита, воспаления органа. Обычно никакой разницы в жизни с аппендиксом и без него люди не испытывают. Однако это не означает, что червеобразный отросток слепой кишки абсолютно бесполезен для нашего организма. Заглянем для начала в мир животных. У позвоночных, питающихся растениями, аппендикс гораздо больше, и его основная функция заключается в том, чтобы помогать переваривать растительную пищу. То ли дело у людей. Аппендикс человека – это небольшой отросток, похожий на мешок, который прикрепляется к слепой кишке в толстом кишечнике, где он соединяется с тонким кишечником. У нас этот орган никак не участвует в пищеварении. Биологи считают, что аппендикс является рудиментарным органом, который достался нам в наследство от преимущественно травоядных предков. В книгах о происхождении видов, 1859 год, и происхождении человека, 1871 год, Чарльз Дарвин сообщал о нескольких пережитках в анатомии человека, которые являются побочными эффектами эволюции. Эти рудиментарные органы, как утверждал Дарвин, являются свидетельством эволюции и созданы для выполнения функций, которые когда-то были необходимы для выживания, но со временем стали бесполезны. Но так писал Дарвин, и было это очень давно. К слову сказать, был он не прав. На самом деле аппендикс выполняет ряд важных функций. В частности, он продуцирует ферменты амилазу и липазу, а также гормоны, которые участвуют в работе сфинктеров кишечника и перистальтики. Кроме того, этот орган выполняет и защитную функцию благодаря большому количеству лимфоидных образований в нем. Таким образом, мы с вами понимаем, что это достаточно нужный орган в теле человека, без которого жить, конечно, можно, но лучше все же с ним. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!